Здравствуйте! В этом видео рассмотрим одно интересное устройство из прошлого века. Перед вами зеркало автомобильное панорамное. Зеркало автомобильная панорамная электроника со встроенными часами выпускало Ленинградское объединение электронного приборостроения «Светлана». Выпускали их со второй половины 80-х годов. Цифровая индикация в зеркале на вакуумно-люминесцентном индикаторе. Но данное зеркало не простое, а с дополнительной функцией, которой не было изначально, и ее добавили не на заводе производителя, а частная доработка. Позже я покажу, что это. Конструктивно зеркало сделано накладным и крепится на любое имеющееся внутрикабинное зеркало в автомобиле с помощью подпружиненных держателей. Зеркало панорамное и имеет изогнутую поверхность для обеспечения большего угла обзора. Также имеет тонировку, чтобы не давать бликов и не слепить от света идущих позади машин. При ударе не дает осколков. Встроенные электронные часы обеспечивают цифровое отображение времени, звуковую сигнализацию установленных интервалов времени, работу в режиме секундомера. Клавиши управления выведены на лицевую поверхность корпуса зеркала. Core – коррекция текущего времени. Час – ручная установка часов. Min – установка ручная минут. ZV1 и ZV2 – установка времени срабатывания звуковой сигнализации. CM – установка режима отображения текущего времени в часах и минутах. MS – установка режима текущего времени в минутах и секундах. Клавиша Стоп – установка режима фиксации времени. Напряжение питания 12 вольт. Рабочий диапазон температур от минус 20 до плюс 40 градусов Цельсия. Точность суточного хода часов не хуже плюс-минус 30 секунд в сутки при крайних значениях рабочей температуры. Потребляемый ток при выключенном индикаторе 50 мА, при включенном индикаторе 150 мА. Масса не более 400 грамм. Дата выпуска этого устройства – март 1996 года. В задней части имеются две пластиковые крышки корпуса, закрепленные винтами. Подключение питания выполнено через разъем, хотя есть варианты и без разъема, с выведенными наружу проводами. Это элементы крепления на штатное зеркало. Состоит из нижнего упора и верхних подпружиненных подвижных упоров. С одной стороны находится плата электронных часов и еще одна плата, которой нет в изначальном заводском варианте. Сами часы выполнены на одной микросхеме KR145 и K1901 в планарном корпусе. Это достаточно распространенная в то время малопотребляющая специализированная сбис электронных часов, которая содержит в себе все необходимое для работы с вакуумно-люминесцентным индикатором. С другой стороны платы находится сам дисплей, кнопки управления и элементы задающего генератора, включая часовой кварцевый резонатор. Точность частоты можно настроить подстроечным конденсатором. Напротив индикатора в корпусе выполнено прямоугольное отверстие и зеркало сделано полупрозрачным, чтобы можно было видеть показания часов.
В некоторых версиях применялась та же микросхема, но только в DIP-корпусе, с соответствующей разницей в разводке печатной платы. Функции остаются те же. Эта дополнительная плата является сторонней доработкой для расширения функционала данного устройства. Это антенна и детектор радара измерителя скорости. Выполнена по последнему слову техники 90-х годов. На текстолите методом травления выполнена фазированная антенная решетка с детектором на СВЧ-диоде. Однодиапазонная. Рабочая частота 10,5 ГГц. На распространенные в то время радары измерителей типа Барьер и Сокол. Тип работы пороговый, на наличие сигнала в данном диапазоне. Восемь элементов антенной решетки и СВЧ-транзистор для усиления сигнала в центре платы. Внизу платы схема детектора и согласование нагрузки. В другом отсеке находится плата со схемой питания часов. На ней находятся стабилизатор и преобразователь для формирования питания накала 3,3 вольта и питания анода индикатора 27 вольт. Также на плате находится пьезоэлектрический излучатель, подающий звуковые сигналы от часов, и детектор обнаружения радара. В разъеме тонкий провод плюс питание, толстый провод минус питание. В схеме предусмотрен защитный диод, что не даст выйти из строя часам при неправильном подключении питания. А вот и сама плата порогового компаратора для детектора радара скорости. Выполнена на отечественных компонентах. Есть возможность подстройки уровня срабатывания двумя подстроечными резисторами. Сам компаратор уровня выполнен на микросхеме К1401UD1 и микросхемы формирователя сигнала оповещения. Также на плате есть транзисторы КТ315 в интересной зеленой расцветке. Эти транзисторы в таком зеленом цвете я вижу впервые. Обычно они были оранжевые или желтые. На внутренней стороне экрана есть маркировка даты изготовления этого блока детектора радара. 7 марта 1997 года и даже свой серийный номер. Похожие зеркала выпускались различными предприятиями. Названия зеркал Одесса, Славутич, Ритм и Полесье. Вот сама электрическая схема часов без блока детектора радара скорости. Его схему сейчас уже не актуально приводить, так как современные радар-детекторы работают на других частотах и в импульсном режиме, что не позволит их обнаружить заблаговременно по сигналу.
При первом тестовом включении часы не заработали. Проверка показала, что отсутствует напряжение накала на индикаторе. Но у моего пушистого помощника свое видение ремонта. Нужно просто откусить все лишнее. Причина неисправности оказалась в выключателе. У него окислились контакты. После чистки выключателя часы заработали. Для демонстрации пришлось выключить свет, чтобы было лучше видно. Всем спасибо за просмотр. До свидания.